Для начала можно рассмотреть, что такое вообще сожаление, что это за механизм такой в психике и для чего он нужен эволюционно. Наш мозг не любит те действия, которые не приводят нас к желаемой цели. Вот мы совершили какое-то действие, и мы не получили тот результат, на который мы рассчитывали. И для того, чтобы мы вновь не испытывали это чувство неудачи, облома, то есть фрустрацию, наш мозг мысленно раз за разом возвращает нас к этому событию в прошлом, чтобы мы его рассмотрели со всех сторон, проанализировали, обдумали, сделали вывод и жили дальше. Он пытается уберечь нас от повторения этого опыта. То есть таким образом он не хочет нас загнобить, как-то укорить, а он хочет, наоборот, помочь не повторять эти ошибки в будущем, не наступать на одни и те же грабли и уберечь, чтобы в следующий раз уже с новыми знаниями, выводами и действиями вы достигли желаемой цели. Вот мы рассматриваем события со всех сторон и думаем, как же так мы поступили, как же мы совершили такую ошибку. Для мозга это неудача в достижении цели, как задача по математике, решенная неверно. То есть ученик, например, решил неправильно задачу по математике, и учитель проверяет его решением. И он подчеркивает все те просчеты, ошибки, не те формулы используемые, которые в совокупности привели к неверному ответу. И также наш мозг пытается подчеркнуть все те наши ошибки, он приковывает наше внимание к неудаче. Для чего? Для того, чтобы мы не повторяли снова. Поэтому нет смысла игнорировать сожаления или пытаться избавиться от них самовнушением, что все зашибись. Тогда как с сожалениями можно и нужно работать, но иногда в зависимости от тяжести последствий желательно это делать со специалистом и индивидуально. Тогда как я расскажу, что конкретно мне, что лично мне помогает справиться с этим состоянием. Глобально нам нужно понять, что мы рассматриваем событие, которое уже произошло. Мы не можем сесть в машину времени, вернуться в прошлое и его изменить. Но мы можем сгладить последствия, избавиться от излишнего чувства вины, простить себя и постараться не попадать снова в такую ситуацию. То есть для чего мы разбираем сожаление? Не для того, чтобы себя укорить, возненавидеть, ах, вот какой я дурак, что я такую ошибку совершил, что я так поступил. Нет, мы анализируем прошлое для того, чтобы понять, что делать дальше. То есть, во-первых, разобраться в причинах, поступках и событий, не повторять снова эти ошибки, сделать выводы. Во-вторых, сгладить последствия, нивелировать ущерб, что-то изменить. Когда мы сожалеем, наше внимание направлено в прошлое. Важным этапом является перенос внимания в настоящее и будущее. То есть с учетом новых знаний, сделав такие-то выводы, как мы можем улучшить условия моей новой жизни. Сожаление можно разбить на две большие категории. Первая категория для тех ситуаций, на исход которых мы не могли повлиять. Вторая категория на те ситуации, которые мы могли повлиять. Разберем сначала первую категорию для тех ситуаций, на исход которых мы не могли повлиять. То есть нам могло не хватать возможностей, сил, ресурсов для прохождения ситуации по-другому. И что бы мы ни сделали, исход был бы один. Еще у нас просто могло не быть других вариантов действий. Такие сожаления не стоят наших затрат энергии на них, потому что они были вне области нашего контроля. И в этом случае важно избавиться от излишнего чувства вины и гиперконтроля. Особенно это актуально для тех типов личности, которые считают себя ответственными за все. Вторая категория сожаления, на исход который мы могли повлиять, и для которого верно утверждение: если бы я сделал так-то и так-то, то было бы лучше. Тогда мы спрашиваем себя, что я могу сделать сейчас. У гештальт-психологов есть такое понятие «здесь и сейчас». То есть вот мы окунулись в прошлое, мы проанализировали события, сделали выводы, и мы возвращаемся в настоящий момент здесь и сейчас. То есть ошибка была в прошлом, но продолжаю ли я сейчас ее делать? Или в прошлом я должен был поступить так-то, но сейчас могу я поступить так-то? И если ответ нет, то нам важно убедиться, что точно нет, а не только нам это кажется. Например, Иван в прошлом хотел стать писателем, но сейчас он говорит о том, что все, уже поздно начинать, времени нет, семья, работа и так далее. Но пообщавшись с ним, я поняла, что на самом деле время у него есть. Просто он в течение дня постоянно зависает в соцсетях, бессмысленный беспощадный серфинг в интернете,
Поэтому я ему об этом сказала, и он решил, что да, действительно, время есть, и он теперь будет тратить его на полезное хобби свое. А может быть, это движение к своей мечте. Как примерно мы можем рассуждать при разборе ситуации? Первое. Каких качеств нам не хватало в прошлом для прохождения ситуации по-другому? Например, вера в себя, в свои способности. Второе. Какие качества нам, наоборот, помешали? Например, страх неудачи или лень. Допустим, вы хотели изучить скрипку, и вот вы испугались тогда чего-то и не пошли на изучение скрипки. Тогда в этот раз вы просто перешагиваете через свои страхи, через свою лень, и в этом случае сожаления сами собой растворяются, мозг отстает от нас, потому что он видит, что мы эволюционировали, преодолели себя, и мы тоже радуемся и гордимся собой. Примеры утверждений, которые могут помочь посмотреть на ситуацию под другим углом. Я сейчас вкратце перечислю тезисы, но если вам нужно более подробно, напишите в комментариях. Иногда то, что кажется ошибкой, это лучшее решение данной проблемы или неудача– лучший вариант из возможных. Второе. Попытаться найти плюсы в сложившейся ситуации. Третье. Если вам кажется, что вы могли бы пройти ситуацию лучше, то, скорее всего, было бы хуже, потому что опыт подсказывает, обычно это происходит так. Тем более есть даже поговорка такая, что лучший враг хорошего или хотел как лучше, получилось как всегда. Жаль, что так сложилось, вместо «я виноват» в этом смена установок. Еще бывает так, что если вы не видите, как вы можете изменить сейчас ситуацию к лучшему, то, скорее всего, вы просто сейчас этого не замечаете, не можете найти выход. Тогда вы можете отложить решение на потом, в будущее, с верой в то, что вы найдете выход из этой ситуации, просто, может быть, сейчас у вас недостаточно знаний для этого. И еще такой тезис: в следующий раз будет лучше. Примеры разбора ситуации. Бывает так, что мы очень долго и много сожалеем о какой-то ошибке в прошлом, но потом выясняется какой-то факт, или мы смотрим на ситуацию под другим углом, и мы понимаем, что совсем не о чем сожалеть, что мы все сделали правильно. Например, Никита очень долго сожалел о том, что он уволился с работы. Он говорил о том, что нужно оставаться было на ней и дальше, что она более денежная и престижная по сравнению с нынешней. Но потом, когда он увидел, каким последствиям здоровья привела его работа стрессовая в прошлом, он понял, что все правильно сделал, что уволился, но теперь уже начал сожалеть о том, что он не ушел с работы раньше, когда изначально хотел. Но в тот момент ему поручили новый проект, и он боялся разгневать начальство, боялся подвести всех. Это уже другая история. Здесь можно попробовать преобразовать негативный опыт в позитивный. То есть Никита мог совсем не сожалеть о том, что он уволился с работы, если бы он нашел новую работу круче, то есть более престижную, денежную и так далее. Второе. Сосредоточиться на достоинствах новой работы. Да, она менее денежная, зато она больше для души. И третье – это начать поиски вообще третьего варианта работы. Это и для души, и более денежную. Позволяете ли вы вообще себе ошибаться? Или вы отворачиваетесь от себя, когда ошибаетесь? Или вы требуете от себя никогда не делать ни единого промаха? Легко ли вам живется с таким подходом? Для того, чтобы легче жилось, нам важно объяснить своему внутреннему критику-перфекционисту, что мы позволяем себе ошибаться, что мы не можем поступать сразу идеально и мудро, особенно когда начинаем новую деятельность. Мы не рождаемся умудренными старцами, мы рождаемся розовощекими младенцами, совсем неопытными и глупенькими. И именно через совершение ошибок мы познаем мир. В некоторых фирмах поощряется делать ошибки на работе, так как именно опытным путем можно постичь правильное решение. Называется такой подход «культура ошибок», и он применяется в таких фирмах, как Mercedes-Benz, Wolf, Netflix и другие. Сооснователь платформы Netflix говорит о том, что ошибки ведут к росту инноваций в компании. Мы делаем допущение, что и в будущем мы можем совершить неправильные действия, так как мы не всегда можем предугадать, что данное действие – это ошибка. Мы позволяем себе ошибаться, и мы принимаем себя с этими недостатками. На самом деле это не недостатки, а вполне обычный процесс познания мира, взаимодействия с ним, деятельности в нем, изменения его. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Из-за боязни неудачи мы можем перестать действовать вообще. Поэтому очень важно поддерживать себя, даже если проиграл. И вот мы подошли к тем ситуациям, в которых мы действительно сделали что-то не то, и мы никак это не можем исправить. Тогда мы в первую очередь поддерживаем себя. Мы не корим себя, если такой порыв имеется. Прощаем. Мы спрашиваем себя, что делать дальше. То есть, во-первых, мы снижаем планку требований к себе. Мы справились с этой ситуацией как смогли. Мы понимаем в прошлом свои побуждения, что мы хотели как лучше, что мы старались сделать все хорошо. Мы не зацикливаемся на мыслях, а вот если бы, да кабы, а надо было сделать так, надо было этак. Нет, мы принимаем себя нового в новых изменившихся условиях и ситуацию в целом. Во-вторых, мы находим плюсы в сложившейся ситуации. Пытаемся найти плюсы хоть какие-то. Наверняка они есть. И в-третьих, мы спрашиваем себя, что я могу сделать сейчас для того, чтобы облегчить, улучшить свое состояние, свою новую жизнь и добавить комфорта в настоящем. То есть мы адаптируемся к новым условиям. Постарайтесь окинуть взглядом свою жизнь в целом и увидите, что вы сделали не только неправильное, но сделали и много правильного, хорошего. Я уверена в этом. Важно замечать не только свои ошибки и недостатки, но и достоинства, и хорошие результативные действия в целом. Смирение с новой действительностью. То есть вот смирение, принятие новой действительности, когда мы уже ничего не можем изменить, это очень важный шаг. Потому что именно после принятия мы можем открыть для себя новые возможности. Мы можем обратить внимание на те сферы жизни, где мы еще что-то можем изменить. Когда мы смиряемся, и смирение это, кстати, не значит, что мы перестаем действовать вообще и становимся безвольной куклой. Это значит, что мы перестаем возмущаться и тратить энергию на реакцию. Так вот, когда мы смиряемся, мы принимаем свои действия в прошлом и изменения последствий в настоящем, и принимаем ситуацию в целом, мы почти сразу же можем открыть новые возможности. И еще подумайте, как вы можете помочь другим людям на основе своего вот этого болезненного опыта. Перенос внимания со своей боли на чужую боль очень облегчает, улучшает душевное состояние. И когда мы помогаем другим людям, мы на самом деле помогаем еще и самому себе. Поэтому подумайте, чем вы могли бы помочь. Может быть, творчеством, может быть, какую-то другую оказать поддержку могли. Мы отпускаем то прошлое, где мы могли еще на что-то повлиять. И мы принимаем новую действительность, изменения. Мы адаптируемся к новым условиям, чтобы жить дальше. Поэтому мы не унываем. То есть мы какой-то период поунывали, погрустили, но потом все обдумали, пережили и приняли. Не убегайте от своих состояний, от чувств. Нет ничего плохого в грусти. Грустно, когда мы не позволяем себе ни капли погрустить. Потом мы еще будем разбирать, как справляться с грустью и другими эмоциями. Мы не уходим от реальности, мы не сбегаем от нее, и мы за это себя хвалим. Мы молодцы, что выдерживаем изменения. Не каждый выдержал бы, но мы выдерживаем. Мы не сбегаем от реальности в алкогольную и другую зависимость, так как это ослабляет нас. Мы ищем способ улучшить наше положение сейчас, в данный момент. И мы сосредотачиваем наши усилия на этом. В каждом из нас есть сила, сила духа, сила жизни. И эта сила, она прекрасна. Это то, что самое-самое красивое в человеке. Этой силой можно свернуть горы. Когда мы не пользуемся этой духовной силой, она иссякает. Это как не пользоваться мышцами, тогда они ослабевают. И мы пользуемся этой духовной силой. Это то, что называют внутренним стержнем. И на этом внутреннем стержне держится и наша личность, и наша жизнь. Берегите себя.